Девушка услышала какой-то тихий писк. Осмотревшись, она заметила в чужом дворе котенка, который из последних сил держался за ветку лапами и просил о помощи. Марина, несмотря на то, что была на последнем месяце беременности, решила помочь малышу. На земле прямо под деревом скалилась большая бездомная собака. Она то подскакивала, пытаясь ухватить малыша за хвост, то снова замирала в ожидании. Лапки котенка дрожали. Вот-вот он должен был свалиться прямо в пасть разъяренного пса. Марина была в ужасе от этой картины и сразу бросилась к дереву. Она прикрикнула на собаку, отчего та отбежала в сторону. Девушка подхватила котенка и отошла подальше. «Ну и зачем ты мешаешь?» — сказал совсем рядом старческий голос. Марина удивленно обернулась. Прямо за ее спиной, с балкона за происходящим, наблюдал пожилой мужчина. «Кому мешаю?» — не поняла девушка. «Лютику, нашему псу», — кивнул пенсионер на разозленную собаку. «Он чуть не сожрал котенка», — возмутилась Марина. «Он их не жрет, а душит, чтоб не плодились тут», — пояснил мужчина. «Естественный отбор. Для этого Лютика и держим. А то, видишь, подкидывают постоянно, как будто тут приют. Ты его кинь на землю и отойди». Лютик быстро все сделает. Девушка в ужасе прижала котенка к себе, обняв малыша. «Я его заберу с собой», — решительно заявила девушка. Пенсионер презрительно фыркнул и захлопнул окно. Котенок дрожал в ладонях девушки и испуганно озирался по сторонам. Марина до конца осознала свой поступок только через несколько минут. Она спасла котенка, это хорошо, но подвергла риску своего еще не родившегося ребенка. А вдруг пес напал бы на нее или укусил за живот? Что тогда? Девушку начало колотить. Она присела на лавочку и глубоко вдохнула. Я тоже боялась. Когда несла Веснушку, домой призналась девочка, сидящая рядом. Марина недоуменно посмотрела на нее. Ребенок ткнул пальчиком в животное и пояснил. «Я нашла котенка на улице и забрала домой, как вы». Было очень страшно. А вдруг мама выгонит? Но она разрешила. Теперь мы с Веснушкой лучшие друзья. Вы знаете, что кошки приносят счастье в дом и берегут своих хозяев. Моя Веснушка меня защищает. Девочка соскочила с лавочки и побежала на игровую площадку. Так Кузя оказался в семье. Первые часы были не самыми приятными в жизни. Пушистика. Марина тщательно искупала его с шампунем от блох, еще и затолкала таблетку от глистов. Но после этого котенка оставили в покое, и он смог оценить все прелести теплого дома. «Это что еще такое?» — удивленно спросил муж, когда вернулся с работы. Котенок не менее удивленно смотрел на человека. Он как раз вскарабкался на любимое кресло хозяина и решил, что это лучшее место для отдыха. Мужчине такой расклад почему-то не понравился. Он тяжело вздохнул. «Любимая, мы же договаривались, что не будем заводить домашних животных, пока ребенок не вырастет», — устало проговорил муж. «Сын даже не родился, а ты уже притащила кота. Где ты его взяла? Ты хоть понимаешь, как это опасно? Если брать животное, то только породистое из питомника со всеми документами и медицинской картой. А этого нужно убрать как можно быстрее. Надеюсь, ты ничего не успела подцепить и передать ребенку». «Любимая, что с тобой?» Гормоны снова дали о себе знать. Вместо того, чтобы вести аргументированный диалог, Марина разрыдалась. Она плакала взахлеб, сама не понимая, почему ее так накрывает. Муж испугался истерики. Он успокаивал девушку, обещал исполнить любое желание, лишь бы она снова улыбнулась. В итоге Кузя остался у них жить. Первое время было весело. У малыша было много энергии, которую нужно было куда-то тратить. Он вихрем летал по квартире, с удовольствием гонялся за шнурком или мячиком, катался на шторах и упорно забирался спать на кресло хозяина. Котенок быстро полюбился супругам, особенно после того, как умудрился поймать мышь. Однажды ночью, когда Кузя наконец набегался и улегся отдохнуть, Марина застонала от боли. Тут же во всех комнатах загорелся свет. Муж суетился и бегал по квартире. Люди собрали сумки и исчезли на долгих 1,5 дня. Котенок сначала не придал этому значения, но кататься на шторах без свидетелей было скучно. И даже после разбитой вазы никто не прибежал ругаться. Кузя откровенно скучал, а потом с удивлением обнаружил, что запас корма в миске не пополняется. Котенок доел все, что там лежало. Самостоятельные поиски пищи результата не дали. Животное мяукало, выглядывало в окна, но хозяев не было. А потом дверь открылась.
забежал взволнованный мужчина. Кузя бросился ему в ноги с жалобным криком. «Ох, живой!» — облегченно выдохнул. «Хозяин». Совсем оголодал. Бедный. «Идем скорее на кухню. Я тебе корм принес». Человек насыпал еды, поменял воду и горшок. Пока котенок жадно ел, мужчина рассказывал о том, какой чудесный сын у них родился. Обещал скорое знакомство. Кузя не понял ни слова из сказанного. Поэтому, когда на следующий день на пороге появилась уставшая Марина со свертком в руках, котенок вытаращился на них и попятился. Первые дни Кузя боялся подходить к новорожденному. Тот размахивал руками и кричал, либо спал. Марина оберегала сон сына и не подпускала к нему никого. Котенок отсиживался на кухне, часто за компанию с хозяином, который понятия не имел, что делать с миниатюрным человечком. Через несколько недель Марина немного успокоилась, начала снова обращать внимание на окружающих и играть с Кузей. Девушка больше не ограничивала его передвижение по квартире, но к детской кроватке не подпускала. Котенок привык смотреть на малыша со стороны. Ночью, пока все спали, Кузя подкрадывался к кроватке. Он запрыгивал на матрас и тщательно обнюхивал ребенка. Пахло вкусно, молоко или какая-то сладость. Один раз котенок не удержался и облизал пальчики на ноге мальчика. На вкус он оказался не таким интересным, как на запах. Ребенок от щекотки дернул ногой и больно попал прямо по носу Кузи. Кот быстро спрыгнул на пол. Он обиженно посмотрел в сторону кроватки, помыл лапку и решил, что больше никогда не полезет к опасному существу. Несколько месяцев прошли без происшествий. Ребенок обитал на руках у Марины или в кроватке. Кот свободно разгуливал по квартире. А потом резко все поменялось. Мальчика начали высаживать на высокий стул, который появился на кухне. Кузя старался близко не подходить. Но когда овощные блюда сменились мясными, кот заинтересовался. Теперь он не вылезал из-под стула ребенка и тщательно отслеживал каждое движение маленьких ручек. Молочные каши и мясные кусочки разлетались по всему полу к полному восторгу Кузи. Привычка настойчиво следить за мальчиком ввелась в подсознание настолько прочно, что стоило ребенку направиться в сторону кухни, как кот был уже там. Однажды это чуть не сыграло злую шутку с животным. Марина поставила в духовку запеканку, а сама пошла развешивать белье на балконе. Сын ползал по комнате под присмотром папы. Когда мужчине позвонили с работы, он ненадолго отвлекся. Завершив разговор, отец оглянулся в поисках сына, но того нигде не было. Перепуганный мужчина выбежал из комнаты и заметил ребенка на кухне. Мальчик активно вставал на ножки, держась за опору. На кухне были очень удобные ручки ящиков, по которым, как по лестнице, можно было переставлять ладошки. Ребенок как раз выпрямился около кухонной поверхности и маленькими шажками продвигался в сторону печки. До мужчины не сразу дошло, что жена что-то запекает. Как в замедленной съемке он наблюдал действия сына. Вот малыш заносит ладошку над раскаленной поверхностью и подносит близко, чтобы опереться. Отец даже дернуться не успел, чтобы уберечь ребенка от ожога. Кузя возник из ниоткуда. Кот поднялся на задние лапы и ударил по ручке малыша. Тот убрал ладонь. Обиженно посмотрел на кота и снова потянулся к горячей духовке. Кузя повторил свой финт, отбивая руку. Мужчина быстро включил камеру на телефоне. Он снял кусочек, как кот защищает мальчика от ожога, а потом поспешно убрал ребенка с кухни. Когда Марина вернулась с балкона, муж без пояснений показал ей ролик. Однако девушка увидела совершенно другое. Марина прикрыла рот рукой, наблюдая за событиями на экране. «Ты был прав. С самого начала. Не нужно было оставлять котенка в доме. Теперь он нападает на ребенка. Нужно срочно кому-то отдать. Кузю. Не хватало, чтобы он покалечил нашего сына». Мужчина рассказал, что произошло на самом деле, но девушка не поверила ему. Она решила не спускать с животного глаз и избавиться от него при первой же возможности. На следующий день Марина снова готовила на кухне. Она нечаянно разлила воду на пол. Девушка отвернулась, чтобы взять тряпку. А когда повернулась обратно, мальчик уже был возле лужи. Ребенок мог поскользнуться на воде, но Кузя снова бросился на перерез. До того, как произошло несчастье. Кот толкнул малыша, вынуждая его сесть на попу. В этот раз Марина все видела собственными глазами. Кот действительно не нападал, а защищал ребенка от травм. Кузя получил дополнительную порцию вкусного корма и право на более тесное общение с ребенком. Все-таки права была девочка. В парке коты приносят счастье в дом
и защищают своих хозяев. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.